«Скала» стал вторым полнометражным фильмом в карьере режиссера Майкла Бэя. Первым был «Плохие парни», который вышел годом ранее. Сам Бэй отмечает, что «Скала» — это лучший фильм за всю его карьеру. Огонь! Пройдемте по сюжету для тех, кто забыл или не смотрел вовсе. Генерал Хаммел, вы должны вытащить нас! Я не подведу вас, сынок! Генерал Фрэнк Хаммел верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки. Однако в его жизни произошли события, заставившие в корне изменить свое мнение о справедливости и честности политики, которую проводит глава Белого дома. Черт возьми, сэр, сколько нам еще ждать? Я уже потерял 15 человек! Они нам устроили настоящий пекло! Они не прилетят за нами. Да, сэр. Основная претензия генерала в том, что правительство США не заботится о семьях солдат и офицеров, погибших во время несения воинской службы. А все благодаря моим людям, которые с земли делали лазерную наводку на цели. 20 из них осталось гнить в окрестностях Багдада. Их семьи не получили пособия, никаких медалей. Их похоронили без почестей, а ведь парни отдали жизнь за свою страну. Когда они исчезают, их семьям рассказывают всякие сказки о том, что случилось. И не дают финансовой компенсации. Мне осточертела вся эта ложь за годы службы. Отныне больше никакой лжи. Желая восстановления справедливости, Хаммел крадет секретное оружие. Нужно 16, майор. Это боеголовки с очень опасным газом, который может уничтожить все живое в огромном городе в считанные секунды. После этого генерал захватывает группу туристов, посещавших тюрьму Алькатрас, Экскурсия закончена. Вот это вышла экскурсия, ни хрена себе! что расположено на неприступном острове. Главные роли в боевике исполнили Шон Коннери и Николас Кейдж. Сэр Коннери играет секретного британского агента. Его нет. Нет, он не исчез. Просто мы решили забыть о нем на 30 лет. Заперли и выбросили ключ. Являющегося единственным человеком, который сможет незаметно пробраться в крепость, Я, кажется, знаю, кто нам может помочь. так как на его счету есть удачная попытка побега из этой тюрьмы. Мои чертежи у меня в голове. Кейджу досталась роль биохимика, с которым они на пару должны помешать генералу убить невинных людей. Доктор Гудспит, наша задача нейтрализовать химические снаряды в Суви-Экс. Ну а теперь все самое интересное. Давай, спасибо. Во время съемок, в силу возраста, Шон Коннери не желал каждый день перебираться с материка на остров и обратно. Устав от долгих поездок, актер попросил построить для него маленький домик на острове, где он и жил на протяжении всего съемочного процесса. Меня зовут Стэнли Гудспит. Роль Стэнли Гудспита, которую исполнил Николас Кейдж, изначально предлагали Арнольду Шварценеггеру. Он отказался от съемок в фильме из-за того, что когда он ознакомился со сценарием, тот выглядел незавершенным, всего 80 страниц. Позже актер заявил: «Я жалею, что не принял участие в работе над фильмом. Мне очень понравилось, какую работу проделал Бэй». Мне жаль, что так вышло. Кстати, Арни также рассматривали на роль Кейджа в фильме «Без лица», а противостоять ему должен был Сильвестр Сталлоне, которого рассматривали на роль Джона Траволты. О, это было бы эпично, если вспомнить о их киношном соперничестве в те времена. Несмотря на то, что на острове вовсю шла работа над фильмом, Алькатрас не был закрыт для посетителей. Гости острова могли вживую наблюдать, как происходят съемки фильма «Скала». Знай я, что случится, я бы свою пушку прихватила. Бюджет фильма составил $75 миллионов, а сборы более 340. По нынешним меркам эти суммы могут показаться скромными, но тогда все были довольны. Вас это устраивает? На одной из печей написано, что она сделана на литейном заводе Бэя. Черт подери. Несмотря на то, что Шон Коннери исполняет главную роль в фильме, его персонаж не появляется в картине на протяжении первых 28 минут. Этот человек официально не существует. Премьерная демонстрация фильма «Скала» прошла там же, где и снимали основные сцены, на тюремном дворе Алькатраса. Серьезно? Ну тут уж совсем очевидно было. Ладно, если приглядываться, ляпов тут хватает. Не будем сильно придираться. Ну или... Стекла треснули? В следующем кадре самовосстановились. Подождите! Металлические колеса трамвая от страха покрылись резиной. Треснутое стекло. Самовосстановление. Часть 2. А этот парень точно Николас Кейдж? Ну что, нам пора двигаться?
Николас Кейдж настаивал, чтобы у его персонажа поменяли имя с Билла на Стэнли Гудспида. Нужно ваше решение, господин президент. Изначально эту просьбу отклонили. Гудспид, вы разрешили ситуацию? Еще нет. Но когда в спор включился Шон Коннери, Я знаю, что тебе нелегко. авторы пошли на уступки актерам. У меня в жизни не было столь тяжелой альтернативы. Актер Стэнли Андерсон дважды появлялся в роли президента США, и в обоих случаях это были фильмы Майкла Бэя. Первым был «Скала», вторым «Армагеддон». Я обращаюсь к вам не как руководитель государства, а как представитель человечества. Отравляющее вещество VX на самом деле существует и было разработано в Британии в 50-х годах. Какое-то время этот газ числился на вооружении США и СССР. Уникальная штука, сэр. В 2017 году Майкл Бэй обмолвился, что готов снять сиквел к фильму. Это была лишь только идея, которую до сих пор официально никто не подтвердил. О нет. Убивать морских десантников — это одно. Чтоб такое? Эй, это служба. По словам режиссера Майкла Бэя, сценарий написан гораздо более прямолинейно и серьезно, чем финальный фильм. Большинство юмористических моментов и линий были импровизированы во время съемок. Удивляюсь, как ты смог потерять невинность. Ради достоверности, некоторых бойцов из команды морских котиков сыграли настоящие сотрудники спецподразделений. Генерал Хаммел, Прайд Арроу прибыли, сэр. Добро пожаловать на скалу. Сажайте вертолет. Крейсер мне в бухту! Есть, сэр. Парень, у которого угнал машину Шон Коннери, Смотри, чтоб ни одной царапины, а то получишь у меня. это тот же самый чел, у которого угоняет джип Эд Харрис в фильме «Сокровища нации. Книга секретов». Эй, вы что? Это еще один фильм продюсера Дженни Брукхаймера, в котором также снимались Николас Кейдж и Эд Харрис. Есть теория, что персонаж сэра Шона Коннери на самом деле является более старой версией его персонажа Джеймса Бонда. Бонд. Джеймс Бонд. Мейсон говорит, что он обучался в разведке, как и персонаж Джеймс Бонд. Кстати, у меня есть видео про всю франшизу Агентом 007, ссылку оставлю в описании. Все это куда интереснее, чем мой обычный день. Старание избежать группового изнасилования в умывалке. Мейсон говорит Стэнли. Правда, теперь ко мне меньше лезут. Может, я теряю сексапильность. Это намек на феномен Коннери, который, несмотря на возраст, долгое время считался секс-символом. Что? Ну, я это пойму только, когда окажусь внутри. Это третий раз, когда Майкл Бин сыграл морского котика. Первый был в «Бездне» 1989, а второй в «Морских котиках» 90-го года. Значит, Фермонт-отель. Джон Мейсон настаивает на том, чтобы у него был люкс Фермонт-отеля, который по совпадению расположен по адресу 950 Мейсон-стрит. В начале фильма генерал Хаммел целует могильный камень своей жены и оставляет на нем свою почетную медаль. Что бы ни случилось, не думай обо мне плохо. Это высшая награда в вооруженных силах США. Награждение медалью производится за выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и превышающий долг службы при участии в военных действиях против врагов Соединенных Штатов. Вы, подонки, вынудили меня на это. В фильме участвуют два лауреата Оскара, сэр Шон Коннери и Николас Кейдж, и один номинант на Оскар – Эд Харрис. Меня зовут Стэнли Гудспид. Значительная часть реплик главного героя была придумана самим Николасом Кейджем. Спасибо тебе. Ты мог это сделать иначе. Может, хватит уже заливать, козел? Говорят, что Мейсон впервые был захвачен в плен в 1962 году, когда Коннери в первый раз появился в роли Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу». Все это так невероятно, что может оказаться и правдой. Во время съемок актеры буквально жили в тюрьме. Питьевую воду и пищу им регулярно привозили с большой земли. Съемки затрудняло то, что во время их проведения владельцы крепости не переставали проводить экскурсии. Также подводила постоянно менявшаяся погода, а из-за этого вся команда вынуждена была останавливать всю работу. Похоже, Алькатрас вновь функционирует. Сцена, в которой Мейсон сбрасывает директора ФБР с балкона, была снята в отеле Фермонт. Съемки привели к многочисленным звонкам в отель людьми, которые видели человека, свисающего с балкона. Не выпендривайся, это спасет тебе жизнь. Когда Стэнли и Карла занимаются любовью на крыше своей квартиры, на заднем плане играет песня сэра Элтона Джона «Rocket Man». Еще.
Еще. Это та же самая песня, на которую Стэнли ссылается позже в фильме, когда он убивает капитана Дэроу. Это ты, человек-ракета. В этом фильме 13 человек взяли Алькатрас под свой контроль. Так же, как и в фильме «Крепкий орешек» 1988 года, в котором 13 мужчин захватили заложников в здании Накатоми. Хотя, в этом фильме у генерала Хаммела был еще один приспешник, который умирает от газа до того, как произойдет вторжение в Алькатрас. Идем. Первая и последняя жертвы в команде Хаммела происходят одинаково. Оба военнослужащих стали жертвами нервно-паралитического газа. Газ VX 300 раз токсичнее фосгена, применявшегося во время Первой мировой войны. Мышцы костенеют, ты не можешь дышать, спазмы такие, что ты выплевываешь собственные кишки. В России газ VX был уничтожен в 2017 году. Мощь этого химиката чрезвычайно велика. Это экологическая катастрофа. Сэр Шон Коннери умер 31 октября 2020 года от сердечной недостаточности в возрасте 90 лет. Во время съемок фильма «Скала» скончался продюсер Дон Симпсон, и создатели посвятили этот фильм ему. Одну из небольших ролей в картине сыграла тогда еще не очень известная актриса из Англии Клэр Фарлани. Клэр. Нет, я Стейси, подруга. Ты побоялась прийти одна. Да. После «Скалы» ее пригласили в потрясающую мелодраму всех времен «Знакомьтесь, Джо Блэк», где молодой девушке довелось поработать с голливудским секс-символом Брэдом Питтом. Можно сказать, что для Клэр «Скала» стала отправной точкой в мир популярности. Да? Не знаю, что и сказать. В 1997 году фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший звук». Жаль, что не выиграл. Звук просто бесподобен. Это эскионик, приведите зеленый дым, прием! Да нет, дай сюда. Отбой! Отбой! Командир, отбой! О, Господи! Лично у меня, как и у Бэя, это один из любимых фильмов. И значительную часть впечатления на меня произвела именно звуковая составляющая фильма. Что там говорить, если я даже кота назвал в честь персонажа Шона Коннери, когда был подростком. Прекрасное имя. Это первый раз, когда Николас Кейдж и Эд Харрис играют героя и злодея. Второй раз — «Сокровища нации. Книга тайн». Боже, что я наделал? Для меня «Скала» является одним из лучших фильмов в жанре боевик. Отчасти потому, что впервые этот фильм я увидел еще в детстве. А когда ты мелкий, все воспринимается более ярко, чем во взрослой жизни. В общем, любителям боевиков советую к просмотру. Фильм То, что надо. Теперь у тебя будет о чем ребенку на ночь рассказывать. Смотрел ли ты фильм «Скала» до этого и что ты думаешь о замене Кейджа на Арни? Было бы интересно или как есть самое то? Жду твое мнение в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк, если понравилось. До встречи в следующем видео.